Уже успели соскучиться за нежными цветочками в моем исполнении? Тогда это видео специально для вас. Сегодня будет еще одна клумба на ногтях. Прошло 6 недель, покрытие очень сильно отросло. Большие камни не выдержали такой длительной носки и отпали. Начиная свою работу с демонтажа страз, их снимаю старыми щипцами, они достаточно легко снимаются. Чтобы приступить к маникюру, нужно снять старое покрытие. Для этого использую твердосплавную фрезу с зеленым маркером. Скорость вращения моей насадки примерно 35 тысяч оборотов. Снятие делаю на форварде, моя фреза вращается по часовой стрелке. Спиливаю почти весь материал, оставляю совсем тонкий слой, чтобы не травмировать ноготь. Пилкой придаю форму свободному краю, также пилкой сглаживаю неровности, которые остались на поверхности от снятия старого материала фрезой. Чтобы начать работу с фрезой, мне нужно раскрыть проксимальную складку. Обычно я делаю это пушером. Но на этих ручках кутикула достаточно тонкая и налипшая на ногтевую пластину, поэтому я использую апельсиновую палочку, она менее травматическая и хорошо отодвигает кутикулу. Для того, чтобы прочистить все пазухи от птеригия, использую фрезу пламя с острым носиком. Диаметр насадки 23, она с красным маркером. Сначала на форварде, а потом, переключив на реверс, очищаю зону кутикулы и боковых валиков. Скорость вращения фрезы примерно 15 тысяч оборотов. На форварде моя фреза движется по часовой стрелке, а на реверсе против. Девочки, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, как вам такой ракурс съемки. Вам нравится, что я так близко показываю процесс, или же лучше снимать с дальнего ракурса? Когда с птеригием окончено, бафлю поверхность и хорошо вычищаю пыль. Теперь ножницами срезаю кутикулу, устанавливаю ножницы перпендикулярно к обрабатываемой площади. Завожу нижнее полотно ножниц в зону синусов и маленькими шагами по 1,5-2 мм делаю срез. Чтобы зашлифовать срез от ножниц, использую шар с красным маркером, работаю на режиме форвард, скорость вращения примерно 5000 оборотов. После шлифовки мне захотелось еще раз прочистить складки, так что снова беру свое пламя, включаю реверс и со скоростью вращения фрезы 10 тысяч оборотов прочищаю складки. Очистив и обезжирив ногтевую пластину, приступаю к покрытию. Сегодня буду использовать базовое покрытие от Коди. Сначала тонким слоем, втирающими движениями наношу первый слой базы. Он будет служить траекторией для растекания капли. Далее ставлю маленькую каплю и равномерно распределяю ее по ногтевой пластине. Использую плоскую кисть для акриловой лепки номер 4. Моя клиентка сегодня выбрала нюдовый оттенок, я часто использую его под френч. Ногти, на которых будет рисунок, перекрываю в один слой, а остальные перекрываю в 3 слоя. Как и обещала, рисовать буду флористику. Для рисунка использую гель-лаки и только для прорисовок гель-краску. Иногда мне пишут, что я говорю неправду, мол, гель-лаки не бывают такой густой консистенции. Чтобы убедиться, что я все-таки вам не лгу, переходите в мой инстаграм. Иногда я там провожу прямые эфиры, где подробно рассказываю, какие материалы я использую. Так что заходите в гости и подписывайтесь на мой аккаунт. Один из самых задаваемых вами вопросов – как я ухаживаю за кистями. Сразу отвечаю,
что я мою их спиртом. И да, со временем кончик пушится. Сейчас я использую кисти Рублев из натурального ворса. Основная кисть это ДК-13R номер 1, а кисть для тонких прорисовок я выстригаю сама. Подробное видео, как я это делаю, вы найдете в описании под видео.
После перекрытия ногтей топом наша клумба готова. Пишите в комментариях под видео, как вам такой летний дизайн. О, совсем забыла вам рассказать. 21 августа в 22:00 я буду спикером в нейл-марафоне. Буду в прямом эфире рассказывать и показывать все тонкости флористики на ногтях. Так что вы сможете задавать мне свои вопросы. Чтобы узнать, как стать участниками бесплатного нейл-марафона, переходите на мою страницу в Instagram, там есть все условия. На этом марафоне вы сможете узнать очень много полезной информации от крутых спикеров.